Привет, это Тостер, и в этом видео все самое главное об одной из самых интересных премьер 2021 года в сегменте пылесосов – беспроводном вертикальном Dyson V15. В качестве дисклеймера в этом видео коротко расскажем о предпосылках появления новой модели, покажем и расскажем главное о новинке, о технологиях в ней и, конечно, будем пылесосить с помощью Dyson V15. В общем, знакомство будет достаточно близким. Поехали! Из-за COVID-19 многие из нас стали проводить дома гораздо больше времени. А значит, пыли и мусора в наших квартирах тоже стало больше. Ну да, люди ведь не только создают крутые пылесосы, но и мусорят. Убирать, пылесосить стали больше. Вместе с этим увеличилось практически на 100% количество поисковых запросов вокруг такого понятия, как глубокая очистка. И речь здесь не только о воздухе, а о чистоте в более широком понимании. Ведь пыль и другие загрязнения на полу и на ковре, на различных поверхностях тоже не добавляет комфорта. А мельчайшие частицы загрязнений легко возвращаются обратно в воздух, и мы их вдыхаем, что вообще-то не совсем круто для здоровья. Можно погуглить информацию о том, триггером каких заболеваний бывает грязный воздух, если регулярно им дышать. Все это, а еще сотни миллионов собак и кошек, живущих в наших домах, с их шерстью, мельчайшими частицами кожи, прочими продуктами жизнедеятельности, уж простите за такую дурацкую формулировку, и много чего еще, что может доставить дискомфорт в контексте чистоты, а вернее ее отсутствия, и стало своего рода толчком для создания следующего поколения пылесосов Dyson. Ну что сказать? Тут маркетологи вместе с медиками и учеными, конечно, подвели базу. Но надо отдать им должное, даже если не паниковать из-за лишнего клока шерсти или крошки на полу, все равно же хорошо, когда дома чисто и когда эта чистота легко достижима. Создавая V15, ребята из Dyson ориентировались в итоге на 4 главных задачи. Достать, засосать, что называется, скрытую пыль, глубоко очистить не только пол и разные поверхности, но и выходящий из пылесоса воздух, сделать максимально эффективной функцию адаптации мощности пылесоса под количество пыли, а еще минимизировать наматывание на турбощетку волос и шерсти. В итоге появилась целая серия новых пылесосов Dyson, и самый мощный и продвинутый из них V15 Detect Absolute у меня в руках. Как уверяет производитель, он с помощью лазерных технологий обнаруживает даже мельчайшую пыль и умеет определять размер частиц. К тому же он мощный, до 230 аэроватт на входе, если говорить о мощности всасывания. Безопасный для человека лазер находится вот в этой насадке. Во время уборки он подсвечивает поверхность пола, и в излучении пыль становится более заметна. Вы ее замечаете и уделяете уборке этого места больше внимания. Тут смысл в том, что без лазера вы можете и не заметить где-то скопление пыли и, о ужас, пропустить, не убрать. А так точно заметите. Но дело не только в вас. Акустический пьезодатчик в пылесосе еще и регистрирует повышенное количество пыли. А микропроцессор автоматически увеличивает мощность всасывания там, где это необходимо, делая уборку более эффективной. Звучит круто, но ведь когда мы убираем, мы делаем это довольно быстро, перемещаемся по помещению, и как под это будет подстраиваться датчик, будет ли успевать и не будет ли мощность повышаться тогда, когда это уже не нужно, вопрос. Что думаете об этих технологиях? Пишите в комментариях. Но это еще не все про наступившее лазерное будущее. С этим пылесосом вы не только удаляете пыль, но и фиксируете то, что удаляете. Пьезодатчик измеряет еще и размеры и количество частиц, выводя информацию на дисплей. Получается своего рода визуализация процесса уборки. Честно говоря, не очень понятно, зачем это нужно. В Dyson говорят, цитируем, чтобы понимать, что моя комната чистая, чтобы помочь мне узнать, когда чистота достигнута. Все это похоже на затягивание пользователя в какую-то странную игру.
Мне в целом ясно, зачем, например, отслеживается количество пыли в воздухе в очистителях воздуха. На основе данных об этом очиститель оптимизирует свою работу. По сути, тут применили ту же схему, реализовав ее в пылесосе. Но, честно говоря, не знаю. Напишите в комментариях, насколько вам важно знать, какие именно частицы пыли вы собрали со своего пола. Лично мне думается гораздо важнее, чтобы они не вернулись из пылесоса обратно в помещение. С качеством очистки воздуха у пылесосов Dyson давно все отлично. Мы не раз убеждались в этом в наших тестах, в том числе в сравнительных. Заходите в наш плейлист «Пылесосы», ссылка в подписи к видео. Крупная пыль отсеивается основным циклоном. Дальше, пройдя через сетчатый металлический фильтр, воздух идет в систему из нескольких мини-циклонов, где отсеивается уже мельчайшая пыль. А уж то немногое, что прошло дальше, задерживается фильтрующим блоком с моющимися фильтрами. Круто, кстати, что этот блок можно мыть и не нужно менять весь срок службы пылесоса. Теперь насадки. Здесь тоже есть интересное. Размер уже знакомой нам насадки валика с лазерной подсветкой, в большей степени предназначенной для уборки пола, изменился. Она стала миниатюрнее и тоньше, чем у того же V11, что, на мой взгляд, сделало ее более маневренной, а уборку удобней. Коснулись изменения и универсальные насадки для ковра и пола, или турбощетки, как я ее называю. Ее прокачали на предмет защиты от наматывания шерсти и волос. Теперь в задней ее части внутри гребень из 56 зубцов. Они во время уборки не дают всякой гадости наматываться на щетку. И из-за этого эффективность сбора мусора не падает. Насадка, конечно, моторизованная, с высоким крутящим моментом и щетиной разного типа, как раз и отвечающей за ее универсальное применение. Она эффективна на разных покрытиях пола. Занятно, что в этой насадке сохранили технологию адаптации мощности к типам покрытия. Здесь контролируется сопротивление при вращении, и исходя из этого пылесос понимает, убирает он ковер или что попроще, твердый пол, оптимизируя мощность. В Dyson говорят, что эта технология работает параллельно с той, о которой мы говорили чуть раньше. Контроль мощности, исходя из объема поступающей пыли. Цитирую ребят из Dyson. При переходе с твердого покрытия на ковровое мощность V15 повысится за счет ворса. Но при обнаружении скопления пыли мощность также может еще увеличиться за счет работы пьезодатчика. Как-то немного мудрено, да? Нет, вам так не кажется? Welcome в комментарии. Нельзя не сказать и об улучшенной мини-щетке для удаления шерсти с мягкой мебели. Ее тоже прокачали на предмет наматывания, вернее не наматывания. За основу ребята из Dyson взяли идею архимедова винта. Вал щетки сделан необычно. Он конусообразный, закрученный по спирали щетиной. Благодаря такой конструкции наматывание удалось минимизировать. И правда, во время нашего теста, а мы собирали с дивана не только шерсть, но и нитки, ничего особо на щетку не намоталось. Вообще, набор насадок версии V15 Detect Absolute довольно внушительный. Есть держатель для наиболее часто используемых насадок. Он надевается на трубу всасывания. Сам пылесос традиционно вешается на стену, вернее на прикручиваемый к ней держатель. Возможно, как и в случае с V11, будут и версии с напольным базированием. Интересно, что вместе с V15 в продажу поступят и несколько других версий обновленного Dyson. Например, более компактный V12 и совсем малыш весом 1,5 килограмма Dyson Micro. Это все версии для небольших квартир, как я понимаю. Сейчас в моде формат студий, мини-лофтов. И наоборот, для жилья побольше модель Outsize с увеличенным объемом пылесборника и шириной основной насадки. То есть, в целом, мы можем говорить сразу о 4 новых пылесосах Dyson. Давно, пожалуй, британцы не представляли такого масштабного обновления. Возвращаясь к Dyson V15, флагманской новой модели, пробежимся по минусам и плюсам по версии тостер.
На наш взгляд, в 15-й модели довольно яркая, скажем так, маркетинговая составляющая. Все эти игры в кристальную чистоту, в разбор пыли на разные частицы, нам видится, что это технологии, которые логичны для очистителей воздуха и несколько притянуты за уши в контексте пылесосов. А вы как думаете? Ждем в комментариях. Из минусов я бы еще отметил нерегулируемую длину трубы всасывания. Видимо, это сделано в угоду высокой мощности всасывания, чтобы ничего не мешало воздуху нестись по прямой. Но некоторым пользователям будет просто неудобно. И тогда зачем все это? Оставили в 15-й модели и давно раздражающий многих курок, от постоянного контроля которого при уборке, а работает эта модель до 60 минут при полном заряде аккумулятора, просто устает рука. Но справедливости ради отмечу, что, например, в версии V12 сделали таки кнопку «вкл-выкл», что, на мой взгляд, все же удобней. Нет здесь и возможности вертикальной парковки. Но, наверное, это не самое главное в современном пылесосе. Теперь плюсы. Пылесос отлично зайдет всем фанатам чистоты. И это круто, они ведь должны иметь свой пылесос. Британцы очень тонко сыграли на усилившихся страхах что-нибудь подцепить и стремлению к максимальной стерильности. Технология лазерной подсветки пыли и распознавания ее количества и размеров — это все превращает уборку в своего рода приключение, почти игру. И, возможно, это кому-то придется по душе. Круто то, что прокачали насадки на предмет наматывания шерсти и волос. Тут явный зачет. Крута, как всегда, система отсева мусора и пыли, фильтрация. Все работает как часы. Пыль обратно не возвращается. Аккумулятор съемный, и это тоже здорово. Круто, что в этом обновлении представлено несколько версий новых пылесосов, которые отличаются не только комплектацией, но и характеристиками. Налицо более четкое позиционирование британцами своих продуктов, более осмысленная работа с попаданием в целевую аудиторию. Только Dyson работает как Dyson. И знаете, это правда. Несмотря на то, что V15 нам кажется спорным в некоторых моментах, это все же настоящий Dyson, который умеет убирать и удивлять. И от использования этого пылесоса вы получите, не побоюсь этого слова, удовольствие. Один звук мотора чего стоит. Вот только бы не стоил он так дорого, правда? А впрочем, возможно, если бы он не стоил так дорого, то... Ну, в общем, сейчас все люди с последними айфонами в кредит меня поняли. Это канал Тостер, здесь все самое интересное о домашней технике. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Кристально вам чистого пола.